Aviasales – сервис по покупке самых дешевых авиабилетов. У Петра очень необычное хобби. Он любит путешествовать по крышам всего мира. Например, крыши в Хорватии ему понравились, ведь там их можно крыть только красной черепицей, и это выглядит красиво. Но на берлинской крыше он как-то встретил настоящего трубочиста. А в Нью-Йорк больше не полетит, ведь там на крышах любят делать обзорные площадки, а значит, слишком много туристов. Но больше всего он, конечно, обожает свою родную крышу. Там уютно, тихо, и можно поставить улей с пчелами. Добро пожаловать в Софию. Это жизнь других. Собиралась в Софию, мои подруги знали про эту страну только то, что здесь родился Филипп Киркоров. Я же знаю про Болгарию гораздо больше. Киркоров не только тут родился, но и у него тут есть дом. Но на самом деле здесь я сегодня, чтобы мы забыли про Киркорова и узнали, как рождаются и живут обычные болгары. Цвет настроения синий. София – это столица Болгарии, небольшой страны, которую вы наверняка отлично знаете. Но я уверена, что вам так только кажется. Ведь на самом деле болгарам есть чем нас удивить. Вот, например, несмотря на то, что почти каждый второй здесь отлично понимает русский язык, а по одной из версий именно здесь вообще родилась кириллица, самый простой жест местных сводит с ума любого нашего человека. Достаточно задать любой вопрос, и происходит вот это. Тебя зовут Жанна. Ты ведущая жизни других. Тебя зовут Дима. Вам покажется, наверное, сейчас, что уже совсем сошла с ума. Но если вы в Болгарии, поверьте, это нормально. Сейчас объясню, почему. Когда мы говорим «нет», то киваем головой. А когда говорим «да», то машем из стороны в сторону. То есть делаем все не так, как у вас. Я слышал, так делаем только мы и какое-то племя в Африке. Но на этом наши сходства заканчиваются. Мне говорили, что так еще делают китайцы и албанцы, но это не точно. Мало того, в последнее время эта традиция меняется, и под влиянием остального мира некоторые болгары начинают кивать, когда говорят «да». То есть делают так же, как и вы. В общем, ребята, чтобы не запутаться в сегодняшнем выпуске, просто внимательно слушайте, что именно говорит человек, и не смотрите на его жесты. На этом краткий экскурс в местные традиции окончен. Теперь я перейду к своим собственным традициям и предположу, кем бы я могла стать, родись я в Софии. Я могла бы быть, например, Петром, то есть вместе с сыном держала бы пасеку просто на крыше своего многоэтажного дома. Или у меня могло бы быть прекрасное имя – Цветелина. Тогда я была бы студенткой и жила бы в местном общежитии. А может, я была бы Анной, гражданской женой Асена. Мы бы жили в просторной съемной квартире и планировали бы свадьбу и второго ребенка, которого я бы, как и большинство местных женщин, рожала бы в государственном роддоме. Государственную больницу выбирают чаще потому, что у нас быстро помогут при любых осложнениях. В частной же клинике лучше только условия в палатах. При этом роды в государственном роддоме могут быть как бесплатными, так и стоить 500 евро. Это если роженица решила сама себе выбрать доктора. Также здесь есть как платные, так и бесплатные палаты. Значит, это платная палата.
унитаз, сразу вижу, свой личный с душем. Ну, вот такая просторная, так сказать, комната. Пришел, телевизор посмотрел, от 3 до 5 дней, заплатил 60 евро в сутки. Вот, и счастливый с ребеночком пошел домой. Государственная медицина в Болгарии страховая. Если ты работаешь официально, то отдаешь 8% дохода. Если не работаешь, то платишь из своего кармана. Кроме этих отчислений, за одноразовый прием у врача придется заплатить еще 3 лева. Но даже при этом местные говорят, что к хорошему специалисту попасть непросто. У нас хорошо везде иметь знакомых. Если они есть, то любые вопросы решаются легче и быстрее. Особенно остро этот вопрос стоит с детским садом. Проще забронировать место на шаттл до Луны, чем место в государственном садике Софии. Я работаю в этом районе, живу в этом районе, но устроить ребенка в этом районе могу только в частный садик. В государственном просто никогда нет мест. Частный сад в Софии будет стоить от 200 до 600 евро за месяц. Государственный, само собой, бесплатный. И если ребенку таки посчастливилось в него попасть, то попадает он прямиком ко мне в детство. Вы знаете, я была в детских садах во всем мире. И, наконец, в Софии я попала в детский сад. Ну вот клянусь вам, просто в свое детство. Понимаете, вот точно так же я вот сидела вот этими ручоночками, вот это вот дергала и пела. Так, ну, давай. Я знаю эту песню, но она немножко другая, болгарская. Ой, классно, дети, все, теперь идем все гулять, ура! В остальном здесь все тоже устроено точно как в моем садике. Работает сад с 8 утра и до 6 вечера. После обеда сон, а на обед дают... Кстати, а что дают на обед? О, интересно. Добрый день. Вот, значит, сегодня на обед у нас суп с фасолью. Давайте я попробую, сейчас должна я сказать, чем кормят болгарских детей, в конце концов. На вкус это просто тушеная фасоль в томатном соусе. Абсолютно понятное и привычное для нас блюдо. Кстати, вот в Болгарии вообще вот бобы обожают. Их и тушат, и жарят, и варят. Мерси. И у них это очень популярная еда, правильно? Вот бобы, правда? Да. Вот. Видите, но тем детям, кто, как я, например, не любит бобы, дают суп из говядины. Вот другое дело, понимаешь? А дети выбирают, какой суп они хотят из бобов или говядины? Или вы какой дали, такой и будешь есть? Вообще-то суп – это только тот, что с говядиной, а блюдо с бобами – это второе. Шутите? 2 супа подряд? Но это же не суп, оно же густое. А, вот это не суп вы называете? Если бы я жила бы здесь, и мне бы давали один жидкий суп, а потом один густой, я бы сошла с ума. Я вам скажу так. Но болгарские дети, я думаю, счастливы, поэтому они такие здоровые, счастливые, веселые. Но вот этот очень вкусный суп, я тебе хочу сказать. А вот что еще всегда присутствует на любом болгарском столе, так это кисломолочные продукты. Причем болгары их любят не просто так, ведь именно благодаря им вы сейчас пьете йогурт. Посмотрите, какая красота. Согласитесь, вообще любителям сыров, йогуртов, творога поблагодарите Болгарию, потому что если бы не они, не есть бы вам вот эту вкуснятину. Кисломолочную бактерию, с помощью которой ферментируется йогурт, кефир, сыр и многое другое, открыли именно в Болгарии. Причем она так и называется – болгарская. Конечно, есть еще много разных бактерий, с помощью которых производится вся эта кисломолочка, но болгарская самая полезная, поэтому ее покупают во всем мире. Наша бактерия запатентована и может производиться исключительно в Болгарии. Только наш завод производит 4 тонны закваски в неделю.
А продаем мы ее в огромное количество стран. От Америки до Китая. Возможно, именно поэтому в местных школах преподают, очень много иностранных языков. Вряд ли, конечно, все школьники мечтают торговать закваской, но вот тот же китайский изучают очень активно. После 7 класса все школьники сдают экзамен по болгарскому и математике. А потом выбирают любой язык, который хотят изучать далее. Хоть японский, хоть английский, хоть китайский. И весь 8 класс они будут учить его. А с 9 по 12 уже будет химия, физика и так далее. Как вы, наверное, уже догадались, учатся здесь 12 лет. При этом государственные школы полностью бесплатные. А чтобы не упустить ни одной другой интересной детали местного обучения, я решила опросить побольше молодежи и собрала целую делегацию школьников. Я слышала, что у вас в Болгарии тем детям, которые хорошо учатся, дают стипендии. Это правда? Да, так и есть. Самая высокая оценка у нас – это 6. А для того, чтобы получать школьную стипендию, это 40 левов в месяц, надо иметь средний балл по всем предметам 5,5. Плюс бывают отдельные выплаты по 100 левов в семестр за особые достижения. Кто-то из вас получает стипендию? Сюда, ты 2, 3, 4. А пацаны нет, да? Пацаны... Я во сне ее получаю. Ты любишь тратить просто, да? Вот вы отличница из-за того, что вы много учитесь, вы зубрите, постоянно сидите за уроками, да? Боже, бедные дети. А вот счастливый пацан. У тебя все хорошо? У тебя, говорю, все хорошо? Да. Да? Хочешь стипендию? Да, мне от мамы денег достаточно. Мой брат прям, понимаешь? Так, подождите, а что вы едите в течение дня? Я покупаю чипсы и колу. Я тоже люблю разные снеки с соком. То есть чипсы, газировка, да, вот это ваша еда. Боже, ты знаешь, вот не знают они, что их 40 лет ждет. Ну и слава богу. Есть в болгарской школе можно что хочется. Одеваться тоже как хочется. Но вот что делать нельзя, так это прогуливать. Если ребенок прогулял 5 дней за полгода, то родителям отменяют все социальные выплаты, которые у них есть. Поэтому присутствие школьника на уроках – это забота семьи. А если он прогуляет 15 дней, то может и вовсе вылететь из школы. Если вы еще думаете, куда отправить ребенка на отдых, то у компании Indigo Camps есть для вас отличное предложение. Это лучшие лагеря со всеми удобствами на побережье Греции и Болгарии, где для каждого ребенка подберут индивидуальный вид отдыха. Indigo Camps – лучшее место для веселья и отдыха вашего ребенка. А если вы хотите отдохнуть всей семьей, то я рекомендую насладиться достопримечательностями болгарской столицы и остановиться в отеле «Феста» в южной части Софии с красивым видом на горы Витоша. Зато если молодой человек закончил школу и поступил в университет, то оттуда вылететь практически невозможно. Если студент заваливает сессию и не может сдать экзамены, то он просто имеет право их пересдавать столько раз, сколько ему надо, пока у него не получится. Это просто местным студентам повезло, что у них преподаю не я. Я не знаю, чем вы провинились, попав ко мне на курс, но вас ждет целый год ада. Так бы я начала свою лекцию, если бы преподавала в Софийском университете. Ой, издеваться над студентами. Это же все мое. Ой, класс. Добрый день. Шучу, конечно. Но, как уже говорилось выше, даже самый строгий преподаватель завалить и выгнать здесь никого не сможет. Возможно, вам покажется странной такая система, но именно благодаря этому здесь нет и мелкой коррупции. Типа, я вам бутылочку хорошего коньяка, а вы мне проходную оценку за экзамен. Учиться в университете Софии – одно удовольствие. Здесь не только прекрасный преподавательский состав, но и сама история вуза будто подталкивает учиться. А истории здесь действительно дышит буквально каждый стул и каждая аудитория.
конференц-залы во всем мире в университетах похожи, правда? Тут проходят публичные лекции, встречают студентов, провожают, когда они заканчивают университет. Вот такой вот уютный, маленький, небольшой зал, как и 100 лет назад. Тем же поражает и местная кафедра. А тут проводят время преподаватели. Так сказать, обыкновенная учительская. Тут все настолько прекрасно. Тут старинные книги 16 века. Они доступны только преподавателям. Представляете, их даже трогать страшно, даже смотреть на них страшно. Они приходят, их читают. Прямо Гарри Поттер. Но настоящую магию я почувствовала, когда попала в библиотеку. Тут действительно хочется надеть мантию, взять волшебную палочку и крикнуть какое-то заклинание. Но я просто пройдусь. Вообще в университете 32 библиотеки, представляете? И вот это самая старая библиотека. Если в современных можно найти книгу какую-то на компьютере, да, ну как сейчас в современном мире все это делается, то здесь, если тебе нужна какая-то старинная книга, не знаю, там 16 века, то ты приходишь сюда, вот открываешь вот такую тумбочку, и тут, представляете, вот эти карточки, по которым ты можешь найти старинные книги. Боже мой, аж прямо ручки трясутся. Вот, ну, так приятно, правда? Берешь карточку и идешь к библиотекарю. И... Ой, какая красота! Ой, я прям люблю старье все это. Обучение в этом болгарском Хагвартсе обходится в 300 левов за семестр. А если студент хочет жить в общежитии, то придется немного доплатить. А вот сколько именно, сейчас будем узнавать. Любой студент в Софии, который хочет жить в общежитии, может получить тут место. Представляете? Идем посмотрим, что это за место, которое могут все получить. Приветствую. Свети, hello. Так, значит, рассказывай, что как вы живете тут? Ага, значит, это душ. Стиральная машина у тебя? Я не поняла, это у тебя была она здесь? У каждого в комнате стиральная машина? Нет, в комнате обычно только мебель. Но аренда такая дешевая, что можно себе и стиралку купить. А сколько стоит аренда? Эта комната стоит 26 левов в месяц. А вообще бывают и за 16. Вы что, при коммунизме, что ли, живете? Что за цены такие? Чтобы вы понимали порядок цен на недвижимость в Софии, я скажу, что аренда двухкомнатной квартиры здесь будет стоить от 400 левов до 1500 в зависимости от района. А тут 15. Ты с соседкой, да, живешь? Да, нас здесь двое. А если ты хочешь жить одна? Так не получится, тогда у университета мест на всех не хватит. Ну так хорошо. А скажи мне, а где вы готовите? У вас кухня, микроволновка есть, а если что-то приготовить? Кухня есть у вас? Есть печь на балконе. Здесь печка у вас? Мало того, что 13 левов, так еще и печка есть. Видела, но чтобы печка на балконе, такого еще не видела. С другой стороны, удобно. На барбекю можно ходить практически не выходя из дома. Конечно, зимой, наверное, не очень приятно, да? Холодно. Пока приготовишь, так все уже отморозишь. А что вы хотели? 13 левов? Да нормально. Куртку надел, печь греет, а снег можно и почистить. Честно говоря, за такую цену действительно можно, я не знаю, и снег в борще почистить. Ведь платить за квартиру в нормальном районе, как я уже говорила, придется до 1500 левов. И это при том, что начальная зарплата, скажем, школьного учителя здесь 1300 левов. Как вы понимаете, справиться довольно сложно. Поэтому многие люди просто уезжают работать за границу. Сами болгары шутят, что за границей их работает столько же, сколько и живет в самой Болгарии. Вот это шутники. Эта шутка недалека от правды. Я и сам долго работал в Британии. Если здесь на той же должности я зарабатываю 20 тысяч евро в год, то там было 35. Местные мне рассказали, что за год до пандемии людей за границей работало настолько много, что все они присылали или привезли в Болгарию 1 миллиард евро, которые заработали в других странах ЕС.
Туда едут абсолютно все, от врачей, инженеров до уборщиков и сиделок. На любой должности народ там зарабатывает больше. Но я вернулся сюда просто потому, что мне комфортнее в родных стенах с родными людьми. Но несмотря на такую тенденцию, местные сами о себе говорят, что болгары не очень любят перенапрягаться и перетруждать себя работой. Ну, просто характер такой. Нашему народу не очень хочется много работать, но денег при этом все, конечно, хотят много и сразу. Поэтому часто сидят и жалуются на жизнь или пытают счастье выиграть легких денег. Вы знаете, я в лотерею играла, может быть, в жизни раза 3. И никогда не выигрывала вообще ни цента. А в Болгарии, говорят, тут играют в лотерею просто, практически все и много-много лет. Интересно, это я только такая невезучая или все же не я одна? Сами местные говорят, что играет здесь каждый второй, а по телевизору постоянно показывают победителей, свежеиспеченных миллионеров, которые сияют счастливыми улыбками из своих новеньких кабриолетов. Но многим ли так везет? Так что, Георгий, любите играть в лото? Очень. Играю, сколько себя помню. Ну и как часто вы покупаете, не знаю, билеты или что? Я примерно раз в месяц покупаю билеты. Но у меня есть знакомые, которые играют каждый день. Серьезно? Ну это уже прям какая-то, мне кажется, уже прям зависимость. Бывает и такое. Но я играю в меру. Не всегда даже покупаю билеты. Близкие часто дарят мне их на праздники или какие-то события. Такой подарок дарят, да, вам? Говорит, Георгий, у меня для тебя подарок. Ну вы выигрываете хоть? Примерно раз в 100 лет. Я не знаю ни одного человека, который бы выиграл в лотерею. Кого-то, кто выиграл миллионы, я видела в кино. Победитель лотереи? Нет, таких друзей у меня нет. И у друзей моих друзей, и у друзей друзей моих друзей. И думаю, если этот прием еще пару раз повторить, этот результат не изменится. Вам просто нравится покупать их, да? Да. А сколько стоит один билет? 3-5 левов. А выигрывали какую сумму? Максимум 5 левов. Какой максимальный выигрыш? Всегда разный. Но по телевизору часто показывают, как народ выигрывает миллионы. Скрывать не буду. Я бы тоже так не отказался. Так это телевидение вас и подсадило на эту лотерею. Может быть такое? Может, да. Вот, тогда вы можете свои 5 лев потратить на кофе. Тоже будет огромный позитив. Но, как говорится в Болгарии, не везет мне в картах, повезет с недвижимостью. Ладно, это шутка. Не говорится так в Болгарии. Но после падения социалистического строя многим местным с этим действительно повезло. В 90-е многие люди начали возвращать себе частное недвижимое имущество, которое у них отобрали при социализме. Этот процесс называется реституцией. Реституция, многие из вас даже и не знают, что это слово обозначает. А вот у болгар это вызывает очень много душевных переживаний. Может, физических. Ой, всех переживаний. Это реституция, я вам скажу, еще то дело. Вот только к тому моменту, когда можно было эту реституцию оформить, многих собственников старых зданий уже не было в живых. Соответственно, имущество начали возвращать их наследникам. А это, в свою очередь, влекло за собой дележку имущества. Мало того, что сама реституция – процесс очень затяжной и может длиться годы, так после нее люди часто еще не могут поделить тот дом или квартиру. Идут в суд, а это затягивается еще на годы. А дом в итоге стоит пустой. Это одна из причин, по которой в Софии можно увидеть заброшенные или просто закрытые здания, которые одиноко стоят и ждут решения суда. И постепенно разваливаются. А закона, который бы обязывал владельцев делать ремонт в Болгарии, просто не существует. Я знаю один случай, где на квартиру претендуют несколько наследников и один родственник, который просто жил когда-то рядом и тоже имеет на нее право. Причем из-за того, что он жил ближе всех, он хочет самую большую долю от продажи. Насколько я знаю, они судятся уже лет 5.
А на недвижимости в Софии можно неплохо заработать. Квадратный метр жилья в среднем здесь будет стоить 1200 евро. Кроме того, если у тебя большая квартира в хорошем районе, то ее можно сдавать в аренду, а себе снять что-то другое. Именно так живут Анна и Асен, семья, к которой я пришла в гости. О, hello. Привет, привет, заходи. Знаешь, сразу иду. Счастливое семейство. Ну что, привет. Привет, привет, заходи. Привет. Вообще, как принято в Болгарии приходить в гости с подарками или можно просто так прийти? С пустыми руками приходить не принято. Как правило, надо захватить бутылочку алкоголя и коробочку конфет. Так, кажется, я без бутылочки и без конфет. Ой, надо срочно менять тему. Вы тут втроем живете? Пока да. Планируем 4-го члена семьи. Ну у вас тут так много места, да? Да-да. А сколько стоит аренда? 950 евро. У нас есть еще своя квартира, мы ее сдаем за 600. Немного добавляем и живем в этой, потому что она больше. Не считая аренды, мы платим еще 300-350 левов в месяц за электричество, около 20 за воду и 5 за интернет. Кто в семье болгарской главный, муж или жена? Больной мозоль, смотрю, я наступила. Ну-ну. У нас равноправие. Так все говорят, когда не хотят поругаться. После съема, когда мы уйдем, так все говорят. А вот скажите мне правду. Чаще все-таки главный мужчина. Но я считаю, что должен быть баланс. А вы женаты официально? Нет, И не собираетесь жениться? это вон туда вопрос. Почему мы не женимся, рассказывай. Да я, скоро планирую. Нет, ты не заикайся, говори трое. Ну, когда в следующий раз приедете, уже поженимся. Так мне все обещают, ты понимаешь? Это на 2 камеры записали, имей в виду. Так, ну что, хорошо, я приду скоро. Идемте дальше. Идемте, мужчина, ты видишь, пошел он, видишь, и быстренько ушел, видишь, быстро. Ты видишь, а? Как рассказали мне местные, чтобы нормально жить в Софии, на семью надо зарабатывать 7-8 тысяч левов в месяц. Ведь платить здесь приходится, как и в любом большом городе, практически за все. Но больше всего меня удивила система оплаты парковки. В Софии для того, чтобы припарковать машину, не нужно искать парковщика, автомат, место, разметку. Тут можно просто поставить машину, отправить СМС и вуаля, иди себе гуляй, а машина стоит. Цены на парковку в Софии очень разные. Все зависит от района, дня недели и времени суток. Но если хочешь припарковаться в центре, то заплатить получится только с мобильного счета. Так устроена система. Почему она так устроена и как связаны мобильные операторы с парковочными зонами, мне так никто и не смог объяснить. Но, например, за общественный транспорт уже так не заплатишь. Билеты на проезд надо покупать непосредственно в транспорте или в специальных киосках. Причем, если вы едете с крупной сумкой или большим чемоданом, то на него надо брать отдельный билет. Одноразовый проезд стоит 1 лев 60 копеек. Но у меня лично проездной. Это 20 лев на 20 поездок. Я почти каждый день езжу на работу на метро, это удобнее всего. Только когда погода хорошая, на велосипеде. Кстати, когда погода хорошая, то здесь можно увидеть еще одних жителей Софии, о которых даже никогда и не подумаешь, что они могут обитать в местных многоэтажках. На крышах многих домов Софии стоят ульи с пчелами. Они есть даже на крыше отеля «Хилтон» и Дворца культуры. Для болгар мед – это вещь традиционная. Раньше практически в каждой семье было по 2 улья. Но в условиях мегаполиса держать пчел, сами понимаете, не очень комфортно. За пчелами, которые живут на крыше, следит местный Карлсон. Точнее, 2 – отец и сын. Но как именно устроен быт местных насекомых, мне показывал младший пчеловод. Ой, так, ну давай. Ой, господи. Ой, сейчас. Ой, все. Ой,
Так, ну что, показывай. Где у тебя тут? О, мешок прибежал. Думала, уже какая-то крыса. Так, ну, так они и летают. Они меня не укусят? Ну, нет. Ты очень странно сказал сейчас. Ну, нет. То есть ближе не надо подходить? Ну, подожди. Можно подходить, но главное их не разозлить. А как не разозлить, если я буду молчать? Главное, мне не говорить? Но вот так делать нельзя. Так ты ж не делай так. Слышь, мне нравится. Он делает так рукой и говорит... Она летает, пчела здесь. Практически в каждом квартале Софии есть пчеловод, который следит за ульями на крышах. А если он или любой другой человек захочет установить их на новую крышу, для этого надо будет просто получить согласие всех жильцов этого дома. Подожди, ты так сильно любишь мед, скажи мне? Ну да, он сладкий. Сладкий? Так конфеты ешь, нет? Взрослые говорят, они вредные. Конфеты вредные? Зато безопасные, никакая муха тебя не укусит. Где вы пчел взяли? Откуда их привезли? Здесь, на соседнем балконе, жили пчелы. И мы их захватили. Серьезно? Так вы захватчики? И там этажом ниже тоже были. Серьезно? А те их не захватили? Захватили тоже. Тоже захватили? А, то есть вы захватили всех пчел, которые были в Софии, да? Да. На балконах? И теперь они здесь их поселили, да? Да. Интересно. У меня тут маска, ну ладно. Слушай, и что, и как им живется здесь? Я не знаю. Не спрашивал? Выглядит хорошо. Выглядят хорошо. А ты можешь мед достать? Ну да, могу. Это безопасно? Для меня? Ну, не очень. Я уйду тогда лучше. Хорошо, а ты доставай, потом, если что, принесешь мне, ладно? Господи, я не знаю, что классный мед, мальчик или пчелы. Я ухожу. Весь мед, который делают на крышах, в основном производят для себя. Здесь просто нет таких объемов, чтобы его продавать. Для продажи меда надо регистрироваться как предприниматель и платить налоги. Это стандартные 10% от прибыли. Но если оформить предприятие как фермерское, то эти 10% будешь платить только с 40% прибыли. Ведь для аграриев существуют специальные льготы. И так получается, что болгары очень любят есть кисломолочные продукты, суп с бобами, который на самом деле не суп, и обожают есть мед. Но вопросы относительно местной кухни продолжают лезть, как пельмени из кипящей кастрюли. Ведь есть же еще болгарский перец, который, само собой, в Болгарии называют иначе. В общем, чтобы все об этом узнать, я решила прийти к специалисту и попросить приготовить мне что-то традиционное. Ой, ну что, Бобби, что будем сегодня готовить? Я такая, знаешь, что мы будем. Так, давай. Ой, а это болгарский перец? Да. Ты знаешь, что он вообще везде называется болгарский перец? У нас он называется чушки. Чучушки? Чушки, да. Кстати, я обожаю болгарский перец, но он какой-то запеченный или что, какое-то вкусное блюдо. Больше всего мне нравится в Болгарии, что здесь кухня очень понятная. Да, вот, Бобби, я же правильно говорю? И что типично для болгарской кухни? Вот скажи мне, какие блюда? Мясо, томленое на долгом огне, овощи. Вот, например, то, что мы сейчас готовим. Запеченный сладкий перец с томатами в оливковом масле. Как интересно, ты знаешь, сейчас в наше время, мне кажется, вся кухня, наоборот, стремится к тому, чтобы быстро чик-чик-чик-чик-чик, и блюдо готово. А в Болгарии, наоборот, надо долго готовить. То есть, скажи мне, и все хозяйки вот это дома готовят, это часами дома? В принципе, да. У нас никто никуда не спешит. Вкусно поесть – это важнее. Вам некуда спешить. Так и есть. Это типичная болгарская черта. Спокойствие, неспешность и консерватизм. Про консерватизм я, кстати, уже слышала не от одного человека. Почему-то не любят болгары перемены и инновации. Причем сами удивляются, почему. Я могу рассказать на примере того же ресторанного бизнеса. Вот уже несколько лет как придумали цифровое меню, которое считывается по QR-коду. Согласно исследованиям, оно на 10-15% увеличивает счет заказа и настолько же ускоряет работу персонала.
Но местные рестораны уперто не хотят отказываться от старых бумажных меню. Ну, давайте пока оставим инновации и вернемся к кухонным традициям. Шеф мне уже приготовил запеченного ягненка и закуску из чушек с помидорами. Класс. Ну, давайте отрежем кусочек, узнаем, что это за вкуснятина. В этот момент я все время смеюсь над своими операторами. А скажи мне, вот такого ягненка любая хозяйка может приготовить в Болгарии? Да? Да. А сколько времени ты его готовил? 4 часа в духовке. Так это можно уже постареть, пока ты такое сделаешь. Слушайте, как вкусно. И он, знаешь, что главное, не жирный. Прям очень вкусно, честно скажу. А можно я попробую свои перцы? Девочки, чушки болгарские, помидорчики очищенные, оливковое масло и все. И все. И жизнь удалась. А ягненок, господи! Бедный мой оператор, снимай! Снимай, работай. Ну, я тоже, я ем и работаю. Жители болгарской столицы, кстати, очень любят сидеть по заведениям. Я здесь провела несколько дней, и каждый вечер все рестораны были забиты настолько, что просто негде было яблоку упасть. А причиной этому, кстати, не только вкусная еда. Дело в том, что купить себе еду в супермаркете и приготовить ужин обойдется примерно в ту же сумму, которую ты отдашь за ужин в недорогом заведении. Только не придется тратить силы и время на готовку. Средний чек в ресторанах Софии примерно 10 евро. При средней зарплате в 700 евро это вполне нормальная цена. Но вот на что больше всего тратят деньги болгары, вы вряд ли догадаетесь. У нас очень много народу курит. При том, что в общественных местах это делать запрещено, в государственных учреждениях тоже, но это никого не останавливает, а сигареты продаются практически везде. Местные мне сказали, что примерно 10% дохода государства приносит продажа сигарет внутри страны. Страны, которая, к слову, считается самой бедной в Евросоюзе. Почему так? Я думаю, что у нас неэффективное управление страной и нет никакого четкого плана на будущее. Потому что многие уезжают за границу, потому что весь бизнес оседает в крупных городах, ну и, конечно, коррупция. Надо просто меньше жаловаться и больше работать. Тогда будет и экономика на подъеме, и высокие зарплаты, и хорошие пенсии. К слову о пенсиях. Кажется, пришло время обсудить. С зарплатами, кухнями и характерами мы уже разобрались, заглядывали даже к местным пчелам. А вот какая жизнь у пенсионеров Софии, я спрошу у Эмиля. Как думаешь, сколько мне лет? Выглядите вы на лет 60 с чем-то. 78. 78? Да вы что? Да так. Ну вы прекрасно выглядите. А расскажите секрет, в чем дело? Спорт и наука. Наука? И спорт. Ну, со спортом понятно. А с наукой что вы имеете в виду? Надо продолжать читать и развиваться, чтобы мозги работали. Если голова работает, значит живешь. То есть человек может развиваться в любом возрасте, правильно я понимаю? Конечно. И это главное не останавливаться. Да, и лет 16 не останавливаюсь. Ну так это же прекрасно, слушайте. А вы, наверное, когда были молодой, вы всегда выглядели младше своих лет. Ну да. Ну вот и все. На пенсию в Болгарии выходят в 65 лет. Максимальные пенсионные выплаты от государства – 1440 левов. Но мы сейчас работаем над тем, чтобы этот лимит отменить. Конечно, максимальную пенсию получают немногие. В среднем здесь платят 500 левов, а минималка 250. Прожить на это, тем более в столице, очень непросто. А я слышала, что многие пенсионеры здесь, в Софии, для того, чтобы жить на пенсии, сдают свое жилье и сами непонятно где живут. И Это правда, так и есть. Живут чаще всего за городом. вот как, на ваш взгляд, лучше жить до пенсии или на пенсии? Лучше до пенсии. Но причины здесь исключительно финансовые. Вот вам 78 лет, да?
У вас уже есть ответ? Вот ради чего вообще стоит жить? Или любить свою жизнь? Все просто. Ради того, чтобы быть счастливым. Но для этого надо принять неизбежность собственного ухода. Надо забыть, какой там у тебя возраст в паспорте, а думать только о том, как получать удовольствие от жизни здесь сейчас. Надо сказать, что неизбежность собственного ухода многие местные принимают как данность. Поэтому заранее беспокоиться о месте собственного захоронения. Вот только с наличием мест на бесплатных государственных кладбищах беда. Поэтому многие выбирают частные, а они стоят немалых денег. Цена могилы на кладбище зависит от расположения могилы на этом кладбище. Например, если вы хотите вот здесь, это будет одна цена. Вон там, за забором, будет другая цена. А там совсем третья. Место на нашем кладбище стоит около 10 тысяч левов. Чем ближе оно к дороге, тем дороже. Отдельно мы берем за обслуживание и охрану. Это ежегодные выплаты. Но если платишь на несколько лет вперед, то действует система скидок. Помните, в начале выпуска я задавалась вопросом, что же такое жить в Болгарии? Так вот, сейчас я уже могу с уверенностью сказать, что быть болгарином – это поехать в поисках счастья за 3-9 земель, но через несколько лет вернуться, потому что дома лучше. Это всю жизнь искренне верить в удачу, даже если тебе ни разу не везло. И, наконец, это быть счастливым настолько, чтобы выглядеть на 50 лет моложе, а чувствовать себя и вовсе юным. Если бы я прожила свою жизнь в Софии, то, очевидно, любила бы бобы. Не очень любила бы работать, много бы отдыхала, а в 78 выглядела бы на 60. Казалось бы, что еще нужно? Но местные жители все же хотели кое-что изменить. Надо стать более открытыми к инновациям. Надо думать не только о своих, но и о проблемах общества. Быть более дисциплинированными и жить по закону. Стать более открытыми. Перестать юлить и хитрить. Не бояться брать на себя ответственность. Главное – замечать больше хорошего вокруг, и тогда мир сам изменится к лучшему. В Софии, как и во всем мире, те же проблемы. Кто-то хочет, чтобы ему, наконец, увеличили зарплату. Кто-то пытается всеми правдами и неправдами записать своего ребенка в детский сад. А кто-то хочет просто достойной пенсии. Но всех этих людей объединяет одно главное желание – жить. И не нужно оглядываться на жизнь других, ведь своя всегда намного интереснее.